Представители знака зодиака Стрелец. Стрельцы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, неделя с 15 по 21 января. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем, конечно, реалистами, но у нас сегодня удивительная колода Таро и языческих кошек. Добрые карты и само по себе действие, оно показано. Художник сумел, точнее художница сумела передать в этих картах. Давайте узнаем. И первая карта, мои дорогие стрельцы. Что важно знать? Приоритет может быть ваш на этой неделе. Что нам или как видят карты для вашего знака зодиака эту неделю? Фон, настроение. Итак, что важно знать для вашего знака зодиака? Неожиданности или чего не избежать? Чему сейчас не время? Или что может помешать? А что нам будет помогать? Достанем такую карту. Что скрыто? Может быть, вы чему-то не придаете значения, или кто-то нарочито скрывает. И по основным сферам жизни: дела, работа, бизнес. Итак, первую карту мы достали. Вторая карта. Энергетику смотрим. Энергия финансов. И третья. Личная жизнь, мои дорогие. Итак, что важно знать? Прекрасно. Ваша карта – это королева жезлов. И королеву жезлов отмечает то, что она умеет хранить тайны. Как свои секреты никому не расскажет, так и чужие, кстати, тоже. Королева жезлов удачлива в вопросах финансов. Она умеет правильно ими распорядиться, умеет их заработать. И королева жезлов, безусловно, очень притягательная, наверное, как вы, мои дорогие стрельцы. Неудивительно, жезлы – это огненная энергия. С ней хочется дружить. Она обладает даром магнетизма. Может быть, как раз на этой неделе вы будете словно к себе привлекать людей, и с вами захочется поделиться своей новостью. Таким образом, вы можете узнать какую-то важную информацию. Или действительно кому-то захочется с вами дружить, познакомиться с вами поближе. И у нас 11 января волшебное новолуние. Оно может у кого-то активизировать вопросы в личной жизни. К примеру, было у вас какое-то знакомство, а потом отношения встали на паузу. И здесь как раз человеку может захотеться с вами иметь более тесные контакты. И это будет посыл, правда, что он будет к вам проявлять внимание, знаки какие-то внимания оказывать. Или это вопросы денег, мои дорогие, тоже могут проиграться. Или ваш план амбициозный, который вы хотите осуществить. Ваши энергии. Вот, наверное, у каждого задумка. И то, что вы себе поставили на первое место как план, вот где-то это вы хотите осуществить, или этим вы будете заниматься. Давайте мы посмотрим неожиданности. Ну, можно уже заканчивать нам гадание наше, Таро-прогноз. У вас выпадает в неожиданностях Солнца. Это карта удачи, конечно, это карта нашего эго. И поэтому дважды, с учетом королевы жезлов и всего того, что я уже сказала, для вас удачная неделя осуществить свой амбициозный план. Или, мои дорогие стрельцы, как минимум, наверное, сделать шаг навстречу своей мечте. В неожиданностях, правда, как какое-то удачное стечение обстоятельств, решить как минимум один вопрос, согласовать, может быть, что-то в высоких инстанциях, документы. У кого-то это счастье в личной жизни проиграется. Или, ну, тоже какая-то, может быть, удачная ситуация, или приятности какие-то, или, может быть, как вдохновение, ну, по карте Солнца, это когда мы радуемся жизни. Значит, будет повод для радости в неожиданностях. Давайте посмотрим, чему сейчас не время. Вы знаете, по сути дела, нет ничего такого, чему бы сейчас не было времени. Единственное, по шестерке пентаклей нам говорят: в долг не давай, стрелец. Иначе сегодня рука дающего, завтра будет рукой просящего. Но это, пожалуй, единственное такое предупреждение по этой карте, а сама по себе карта одна из лучших в колоде, как на деньги, так и на работу. Действительно, тут можно для себя самого, самой, сообразно тому, что вы задумали, сообразно вашим планам, как и рабочие вопросы решить, или вопросы по документам, или ваши какие-то личные дела именно тоже продвинуть. Но и деньги как будто у вас тоже будут. Единственное, вот
мы должны с ними как будто более аккуратно распорядиться. Вот этот момент учтите. А так нет никаких преград. Что вам будет помогать? И снова нам жезловая энергия. Это у нас так выглядит рыцарь жезлов. Рыцарь жезлов – это скорость. Посмотрите, сколько огня, сколько страсти. Это когда мы что-то хотим осуществить. И правда, это уже наши активные действия. И, пожалуй, сейчас благоприятное время для вас дважды, потому что у нас Марс находится в знаке зодиака Козерог с 4 числа. И это не тот Марс, который сам по себе импульс, настойчивость, безусловный оптимизм. Но в знаке Козерога это тот Марс, который более прагматичный. Это когда наши усилия прикладываются в конкретном направлении. Мы знаем это ноу-хау, как осуществить, и в принципе движемся к тому, чтобы наше желание было осуществлено. Но помимо этого, рыцарь жезлов, если мы говорим, что помогает? Вы можете узнать какую-то новость, на которую нужно откликаться. Проходит такое значение, как человек. То есть это вы куда-то можете отправиться, или к вам может приехать человек какой-то конкретный. Это может быть еще какая-то новость, информация, которая буквально ворвется в вашу жизнь. Это то, чего мы не ожидаем где-то услышать. Или это то, что, знаете, как действительно мы узнаем что-либо и куда-то, к примеру, либо отправляемся, либо в этот момент можем что-то осуществить, либо перед нами открываются какие-то возможности. Значение по этой карте. И тем более дважды, если мы говорим, что нам помогает, позиция карты. Когда мы быстро откликаемся на что-то, не оставляем дела на потом, не говорим себе, что вот я завтра подумаю, послезавтра приступлю к действиям. Подумать, безусловно, нужно. Быстро проанализировать. То есть где-то скорость, быстрота, работа, как и с людьми, даже с теми, которые внезапно появляются на нашем пороге или в нашей жизни. Может быть, это по работе какая-то ситуация. Все-таки жезлы могут говорить дела, работа, бизнес, деньги. Удачный момент. И ты его поймай. Не упусти чего-то. Так и для кого-то это будет напрямую говорить о том, что либо вам придется куда-то отправиться, но, понятно, это не для всех, либо к вам приходит человек. Сам по себе тот посыл, который нужно задержать или, наоборот, откликнуться, не упустить какое-то важное либо дело, либо стечение обстоятельств, мои дорогие стрельцы, когда действительно как будто что-то идет либо в руки, либо возможность решить ту тему, которая была для вас злободневная. А может быть и правда, это будет сопряжено где-то с личной жизнью и вот тем прекрасным новолунием, которое, получается, у нас недели раньше случилось. И какая-то ваша личная история получит продолжение. И как будто мы не должны отказываться. Что скрыто? Ну, вообще, 7 мечей, будьте аккуратны. И здесь у каждого по-своему. Нам говорят, что карта Солнца, да много энергии вообще, как и жезловой, есть вроде как уверенность, потому что и деньги будут. Тут и для души, тут и для душевного полета, тут и для кармана. У вас вот такая неделя. Но 7 мечей ее называют карта вора. И у нас, посмотрите, кот спит, а мыши в пляс. И кот вроде бы наставил вот этих мечей и улегся спать, полностью уверенный в том, что мыши испугаются мечей и не пойдут. А нам уже показывают, тут уже пир горою мышей, мыши уже сыр пробуют, тут праздник полным ходом, а кот не видит. Вот где-то, несмотря на благоприятное течение недели, не должны замечтаться, не должны, ну, как будто оставить даже, может быть, на какой-то период, на день, ваши дела без контроля. Не думать, что, ну, где-то у меня сейчас будет все идти по накатанной. 7 мечей, беречь свои наличные денежные средства и быть внимательным к сумочкам, кошелькам, так и электронные средства расчета, быть внимательным к паролям аккаунтов или быть внимательным, когда вы переходите по каким-то ссылкам. Вообще исключить любой риск, не только материальный, сохранять свою позицию, об этом нам говорят карты. И люди встречаются разные на вашем пути. И среди них будут те, которые имеют свою корысть, которые, правда,
вам могут что-то недоговаривать, могут скрывать, иметь какой-то свой план. И вам карта-то тоже говорит, и ты, будь немногословен. Вот как раз умеет хранить тайны. У нас, посмотрите, с этого началось. Королева жезлов. Как свои, так и чужие. Видимо, вот это самая правильная позиция, несмотря на все благополучие, по крайней мере, по картам, мои дорогие стрельцы, на эту неделю. Но не говорите себе много, не рассказывайте. Когда выпадает семерка мечей, скорее всего, на этой неделе и люди найдутся в вашем окружении, которым будет любопытна ваша личная жизнь. Или ваше финансовое какое-то состояние, или еще какие-либо наводящие вопросы, которые могут так потихонечку выуживать из вас. Поэтому храните как и себя, как и финансы, так и информацию. Не рассказывайте о своих далеко идущих планах. Будьте от начала до конца. Вот в той энергии, как по карте королева жезлов, которую я описала в самом начале. Даже если меня смотрят мужчины, видимо, умение хранить тайны, умение улыбаться где-то и думать о своем. Есть элемент манипулирования, но семерка мечей как будто по-другому мы можем себе навредить. Вы, мои дорогие стрельцы. Дела, работа, бизнес. Удачная неделя, правда. Еще одна карта подтверждает. Эта карта, я ее называю карта эгоиста, когда у меня все есть. Это есть такое значение, когда вы как будто над всеми, вы выше всех. Для кого-то это может проиграться получение новой должности. Или та должность, которая к вам случайно пришла. Может быть, это как, ну, своего рода проба пера. Руководитель временно отсутствует, а вам будет доверено руководство. Вот у кого-то может такое тоже совпасть. И это откроет для вас в последующем тоже другие перспективы. Сама по себе неделя удачна в плане заработка финансов, мы уже об этом говорили, но карта как раз об этом. Неделя благоприятна как раз для того, чтобы документы оформить, для того, чтобы с нужными людьми поговорить, для того, чтобы замолвить о себе слово где-то в высоких инстанциях, если вопрос касается работы и вашего продвижения, ваших честолюбивых планов. Здесь все в плюс. И нам показан код, у него все сейчас под контролем, он доволен собой, и вот у вас какая-то либо возможность, либо вы себе можете словно сказать спасибо за предыдущий период, что вы что-то сделали правильно, или какие-то правильные принятые ваши усилия, действия были. Это еще карта нам говорит о результате. Так вот, у кого-то, как на этой неделе, я, допустим, берусь за осуществление какого-то проекта, и вы уже увидите или результат, или ну, где-то продвижение рядом с результатом. Или кто-то из вас получит тот результат благодаря прежде приложенным усилиям. Финансы, хотя нам про финансы уже все сказали, а вот и говорят, а будь ты внимателен. Есть какая-то правда, есть какая-то истина. Несмотря на то, что деньги будут, нам говорят деньги, ну, не совсем о каких-то крупных тратах. Это у нас так выглядит паш мечей, и по этой карте проигрывается со знаком плюс только одно. Когда мы ищем истину, и мы ее находим. Когда мы, может быть, перед тем, как заключить финансовую сделку, или, может быть, взять кредит в банке, мы все просчитаем. Или перед тем, как потратиться на что-то, или участвовать в каком-либо проекте, может быть, к вам обратятся с просьбой, чтобы вы их поддержали финансово. Вот, кстати, мы ведь тоже уже говорили, что деньги не тратим, в долг как будто не даем. Вот здесь, наверное, дважды, мои дорогие, потому что у вас, и посмотрите, карта одна на другой легла. Так вот, принц мечей, он нам говорит, будь вообще осторожен. Как будто могут куда-то приглашать, с учетом еще и семерки мечей, могут представлять какое-то дело, как очень выгодное, или какую-то сделку, мои дорогие, кто занимается бизнесом, тоже как что-то перспективное, а по факту может быть совсем иначе. Вы как будто не должны что-то прошляпить именно в вопросах финансов. Будьте внимательны. При всей благоприятной энергии этой недели есть, тем не менее, возможность как-то неправильно распорядиться финансами. Что-то как будто либо не увидеть, либо, может быть,
подумать, что у меня сейчас так вот неплохо развиваются дела, и я могу себе что-то позволить. А вот как будто говорят, нет, сохраняй. Будь где-то жадиной, будь эгоистом, это тебе помогает. Как и в делах, так и в целом на фон недели. Что в личной жизни? Карта мага, мои дорогие. Не совсем эта карта про любовь, правда, это карта великого манипулятора. Но это те возможности с учетом карты Солнца, когда для вас то, что вы задумали, вот где-то и по королеве жезлов-то тоже мы с вами говорили, когда есть желание осуществить или решить какой-то свой вопрос, или сделать что-то именно так, как вы это видите. И тут дважды, трижды с учетом этих карт благоприятная энергия. Вам говорят, что вам придется быть необходимо магом. Может быть, как раз, чтобы увидеть, какой-то обман. Или увидеть людей, которые не будут с вами откровенны. Просчитать что-то на несколько шагов вперед. Для себя не упустить счастливую возможность, мои дорогие. Вовремя, может быть, откликнуться на нужное предложение, а ненужное как будто исключить, разделить полезное и то, что может вам навредить. Уметь ухватить какую-то свою амбициозную возможность или продвинуть свои личные планы. Но карта мага нам больше говорит о том, что умелое взаимодействие с людьми. И не расслабишься, мои дорогие, точно. Но возможности того стоят. И для вас, мои дорогие стрельцы, дважды, потому что у вас карта Солнца и карта мага. И это не на одну неделю. Такие энергии, тем более по старшим арканам, как правило, проигрываются дольше. Но они не бывают постоянные. Поэтому я искренне рада, если вы осуществите хоть один какой-то свой план. Оно того стоит. И, видимо, этот период вы будете потом себя самого благодарить за то, что вовремя приняли либо правильные решения, либо какие-то действия у вас были выверены вот такие по магу и очень точные, какие-то пунктуальные. Наверное, мои дорогие, как стрелец, выстрелил и сразу в яблочко. И даже если для этого придется где-то полшага сделать назад, чтобы не просчитаться, значит, слушайте свою интуицию. Это сделать будет необходимо. По магу умение предвидеть на пару шагов вперед. Это где-то наш опыт, который без эмоций, и правильный расчет на будущее. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.